Собираем сосульки с Анфиски. Привет всем! Еще недавно, в конце ноября, 30 ноября, было вот так. Прекрасно, солнечно, зелено даже в некотором роде. И никакого снега в помине. Это у нас Австрия, Каринтия, Асиахерзея. И вот 2 декабря, смотрите, что случилось. Снег шел 2 дня, 2 и 3 декабря. Мы сначала с вами посмотрим 2 декабря, первый снег, и котята один за одним выйдут на улицу. Их поведение, их реакция будет абсолютно разная. Итак, стартует у нас Арчик. Вот он, готов. Сейчас его выпустят, и ему предстоит познакомиться с первым снегом. Вот так. Выбежал и удивился. Вот как это так? Тут стою нормально, а там все почему-то совсем белое. И у него некоторая растерянность, некоторое замешательство. Да, надо понюхать, надо попробовать. Все как полагается. Есть кадры в одном из прошлых видео, как он шел по земле, покрытой инеем. Тогда просто ночью был минус и туман. И такая изморозь появилась, такой иней. И вот Арчик шел вот так, высоко поднимал лапы, в итоге стал прыгать. Так что он немножко уже с этим ощущением, когда лапам холодно, он уже знаком. Ходит. Не сказать, что ему это нравится, но он понял, что так тоже бывает. Температура ночью была где-то -3. Днем около 0, снег мокрый, я там снежки кидал. В первый день, 2 декабря, выпало не очень много, такой, видите, тонким слоем, а вот в ночь со 2 на 3 уже был настоящий хороший снегопад, уже сантиметров 20 выпало. А сколько он пролежит, этот снег, вообще неизвестно, непонятно, потому что дают буквально через несколько дней плюсовые температуры плюс 5-6 и ночью 0 плюс 1. То есть вполне вероятно, и может быть будет дождь. Если будет дождь, то конечно все это посмывает. Но на горах наверху, естественно, снег задержится, то есть для горнолыжного сезона все отлично. Единственное, что коронавирус как бы не даст возможности этот горнолыжный сезон провести. Вот смотрите, это у нас 3 числа уже пришлось расчищать. Вот смотрите, лопата. Я половину дорожки дочистил. Дальше уже сын будет чистить. На крыше, короче, нормально, везде снег. А Арчик обследует, он старается выбирать места, где снега нет, но не получится. Не получится. А я, не торопясь, следую за ним. За Арчиком хорошо следить. Он дрона не боится. Ему все равно, что если кто-то ходит за ним. Помните, были видео, как он перебирался на соседнюю территорию? Он вообще не стесняется. Ты стоишь на него, смотришь, а он прямо у тебя на глазах берет, начинает лезть. То есть Анфиска, она хитрая. Анфиса, она твои секреты там не сдает. Она свои места, так сказать, скрывает. А Арчик, он такой, он честный. Он что думает, то и делает. Вот так. А вот эта новая конструкция, видите, новая конструкция на крышу, она теперь более пологая. И сверху я приделал, тоже обновил ткань. И сделал больше ступенек. И теперь они туда-сюда, на крышу, вверх-вниз постоянно лазят. Им теперь это стало делать проще. И через окно заходят в дом. Это у них фишка. Все, и котик Вилли то же самое делает. Они любят запрыгнуть на подоконник, и чтобы их пустили через окно. Это считается круто. Причем окно выбирает любое. Это может быть любое окно. У меня через окно в кабинете регулярно заходят. Да, Арчик все исследовал. Понял, что снег везде. Сейчас он скользить будет. Лапы разъезжаются. Ага.
О да, разъезжается, там небольшой уклон есть и скользко. Ну, в общем-то, Арчик воспринял абсолютно нормально. На второй день, когда уже был глубокий снег, он вообще безо всяких проблем ходил, лазил. То есть он это воспринял, ну да, так тоже бывает, ну и пусть. А мне интересно, он по идее должен сходить туда, в свое тайное место, в траншею. Между оградой и между соседями и нами. Вот, поэтому, ну, похоже, он туда и направляется. Он еще должен проверить кормушку. Там у нас кормушка для птиц, вот, наверху. И он должен проверить, что там происходит. Нет ли там птички случайно на кормушке, чтобы на нее полюбоваться. Вот он подошел, посмотрел наверх. Подойдет к воротам. Вот он под воротами, он тоже смотрит, кто там идет. Ну, ему интересно. И уже потом, вероятно, он отправится в траншею по своим делам. Вот, к забору, потом надо к соседям заглянуть обязательно. Вот видите, первый день еще чистить не надо было. То есть не мешает ни воротам, ни машине выехать. Все. А на второй день уже пришлось, конечно, лопатой помахать капитально. Там уже ни машина бы не выехала, и пешком, и надо было снаружи тоже расчищать, чтобы почта могла подходить, почтальон мог. Ну все, он уже, так сказать, готов к своим тайным делам. Вот эта живая изгородь, это граб. Вот эти кусты. Ну, мы не знаем, правильно ли мы сделали, может быть, надо было хвойное. Ну, и это нормально, и хвойное нормально. Ну, мне хвойное немножко больше нравится, но выбирала Ирина. Все, он спустился в траншею, и потом по итогам своих походов, вот он так лежал. У нас теплые полы, пол теплый, лапы задние, вот смотрите, так, передние вытянуты. Вот. Это его любимая поза. Он лежит, пузо греет. Ну, пузом ходил, наверное, снег на пузе налип. Лежит, оттаивает. А вот смотрите, это я снимал дрона во второй день, запустил. Вот, дорога почищена. Вот утром 3 числа дорога была почищена. А это дорога внутренняя деревенская, по которой только вот владельцы домов ездят. Все село у нас, вот этот хутор, 150 примерно жителей. Ну, почистили, слава богу. А вот это у нас Анфиска. Теперь выход Анфисии. Ну, от нее мы ожидали каких-то подвигов. Она без подвигов не может. Вот посмотрим. Ну, как-то она вот без особого энтузиазма. Она даже не подходя, не пробуя на лапу, все поняла. Поняла, что нет, что-то мне не очень нравится. Вот это белое ей не понравилось. Вот смотрите. Вот так. Решила забраться немножко повыше и осмотреться. Нет, ничего хорошего. Короче, я стою, наблюдаю с камерой наготове и жду, когда Анфиска пойдет совершать какой-нибудь подвиг. А нету никакого подвига. Арчик ходит, вот. Арчик осваивается постепенно, потом он спустится вниз, вот будут кадры, он стал гулять. Гулять по снегу, по двору. А Анфиса сидит, умывается. Дома, конечно, нельзя было. То есть она как-то вот не решила. Короче, Анфиса сниматься отказалась на снегу. Я, говорит, вам не нанималась лапы морозить. А Арчик, он нормально. Вот он играет в Деда Мороза. Да. В зайчика под елочкой играет. Эй, заяц под елкой. Как говорится, кстати, о зайцах. Вот это поле, там лес, а мы с Ириной под вечер прогуляться вышли.
кажется, Вот что видели с Ириной зайца, по полю бегал, вот его следы. Самого зайца темно было, он быстро бежит, его не заснимешь. это не успели. Ну, вот смотри, на эту пару следов посветил, да. Ну, вот так, да. Не успели. И заяц чесанул, Ну, такой был не очень крупный ну, заяц. нормального размера, но не очень крупный, да. Вот. А это следы заячьи. И он прибыл из-за дороги, откуда-то оттуда. Ну, молодец. Мы пошли по следам зайца, пошли Он его вовсе- выслеживать. вовсе не Он прибыл понял. отсюда. Он оттуда прибыл. Подожди-ка. А там следы теряются. А там следы теряются. Не, Как? не Нет, не теряются, теряются, они дальше. Уходят. Да, то есть вот он там где-то был. А вот это свежие следы, но это не мы. Это прошла пара, вот женский след слева и мужской ботинок с протектором А мы справа. наоборот идем. Я с этой стороны. А ты с этой. Да, а мы наоборот идем с тобой. И вот они пошли куда-то туда, а мы идем по их следам. А вот у них была собака, нет. Это Нет, кто-то, не собака. какой-то пересек дорогу, животные. А люди шли парочкой. Вот видите, Арчик уже совсем освоился и идет по своему обычному маршруту. Он сначала подходит к пирсу, заходит на пирс, если там утки где-то поблизости, и направляется к контейнерам с растительными всякими делами. Вот, пошел. А там же он заходит поближе к озеру, там в этом кусте есть такая местность, которая ему очень нравится. Настоящие джунгли. Мы его увидим в этих джунглях. Тут у нас гости, а тут у нас есть еще горошки для них. Ну что, дорогой, с первым снегом. Здесь непонятная ситуация с отлетом. Если вот такой первый снег выпадает где-то в середине ноября, то они улетают. А обычно, если не выпадает в ноябре, он выпадает в конце декабря. А сейчас ситуация непонятная. Снег выпал в начале декабря, такого я не припоминаю. Обычно где-то в 20-х числах только, в 20-х числах декабря появляется снег. Поэтому как сработают биологические часы, как сработают у лебедей, полетят они или нет, я не знаю. Посмотрим. Ну что, самая настоящая зима. Снегу навалило ого-го. Но обещают следующие дни до плюс 5, плюс 6. Вот. Так что есть вероятность, что все это растает. А наверху навалило до 2 метров. То есть будет идеальный горнолыжный сезон. А правда, горнолыжников не будет ввиду коронавируса. Короче, все будет как положено. Да. Власти в Австрии объявили облегченный локдаун до 6 января. Так что сидим дома. А это наш снежный барсик. А Анфиса категорически отказалась. Сказала, я вам, говорит, кто? Все это время, довольно долго, Анфиска продолжала сидеть вот тут на доске. Сидела, думала, сомневалась и в итоге решила пойти домой. То есть она так и не вышла на снег. Вот она. Подошла, стучится, говорит, все, я домой. Мне уже хватит. Но на второй день она таки пошла. И еще как пошла. На второй день она забралась по пояс. Ну, это она вышла, сидит, готовится к подвигам. А на второй день вот она прошла по пояс, намокла вся. И сейчас увидите, как мы ее приняли. Какие украшения под хвостом висят. Кошечка погуляла. Давай. Погуляла кошечка по снегу. Что же, у вас наверняка тоже уже был первый снег. Ну, разве что вы не живете где-нибудь в тропиках. Давайте, несмотря на все эти коронавирусы, проведем максимально весело рождественские праздники, встретим Новый год и будем надеяться, что наступивший год будет лучше вот этого странного високосного 2020. А давайте мы с вами будем мыслить как буддисты. Все проходит, пройдет и это. И наступит что-то
что будет наверняка лучше. Я во всяком случае на это надеюсь и в это верю. И это вам желаю. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!